Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи прямо сейчас, эксперт из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр. Доброе утро, дорогие зрители, слушатели. А может и не утро, может уже и вечер. Юрий, ну что, у нас, кажется, бьет ключом по голове новый миропорядок. Интереснейшее событие, ярчайшее, трагические для Ближнего Востока. И у нас зажглась новая горячая точка, которая перерастает вполне себе серьезный, ну, такой разлом мировой. Иран был атакован Израилем, атакован превентивно. Целью, как уже выяснилось, более там 30 ударов, две волны была система обороны Израиля. Пытались ликвидировать президента, разведку, в общем, все по классике, да, как действует Израиль, мы, в принципе, понимаем. Они вот так и решили, скажем так, ударить по Ирану. Позже немножко разъяснили, что это совместная израильско-американская операция. В общем, переговоры прошли великолепно. Говорили нам неоднократно, и в Женеве встречались, и все, в общем-то, на мази, и Трамп, скажем так, стратегической неопределенностью всех, ну, скажем, вот успокаивал, убаюкивал, и казалось, что уже все практически на мази. Но сейчас абсолютный переворот доски. Что это меняет в мировой политике, и как вот этими авторшоками вот этого землетрясения на Ближнем Востоке зацепит российско-украинско, белорусский регион, Европу? Это очень нехорошие тенденции. То, что позволяет себе председатель Совета мира, наверное, не позволял даже полуумный Байден. Ну, наверное, все-таки не в таком масштабе. И, конечно, затронет в том числе наш регион. Во-первых, волей-неволей придется помогать союзнику, если вдруг США решится подключиться к этим ударам. Они же пока раздумывают. Они согнали туда порядка 500 самолетов различных видов. Бомбардировщики, истребители, заправщики. Но это, я хочу сказать, очень уязвимая цель. Даже для обычных беспилотных летательных аппаратов. Плюс там находятся сейчас два авианосца с соответствующими эскадрильями. До 100 самолетов разного типа могут находиться на авианосце. Мы когда-то разбирали старые советские учебники, чтобы потопить авианосец, надо как минимум 2 авиационных полка. Это 4 эскадрильи. Это порядка 80-100 самолетов, при этом будет 80% потерь, что немаловажно. Только так можно потопить один авианосец. Но когда старые писали советские учебники, не было гиперзвука, а теперь гиперзвук есть. И вот эта вся армада мощная, с одной стороны очень мощная, с другой стороны уязвимая. И Трамп это понимает. Если войска союзников, как они себя называют, решатся вписаться по полной в эту ближневосточную операцию, то они могут и отгрести по полной. Тем более, что последние дни Китай без перерыва поставлял военные транспортные самолеты, груженные непонятно чем. Конечно, это очень плохо и для Беларуси, и для России. Потому что через Иран мы наладили поставку и прорыв нашей экономической блокады. Сейчас у нас отработан маршрут, международный транспортный коридор, север-юг. Сейчас очень быстро доходят грузы до сухого порта Априн в Иране. Буквально 13 дней, да, железнодорожный состав стартует от севера Ленинградской области, вот от тех краев, порядка там, может быть, даже километров 500-600 туда севернее от Ленинграда. Там крайняя точка подбора грузов. И эти составы идут в Априн за 13 дней. После Априна, после этого сухого порта, почему он называется сухой порт? Он не имеет выхода к морю. Там просто гигантский логистический терминал, перегружаются все грузы, и дальше идут в уже обычный морской порт Бендер-Аббас. И дальше уже идут по всему Мировому океану.
Поэтому это удар в том числе и по Беларуси, России в рамках стратегии удушения, от которой, естественно, не отказались американцы. Но я думаю, что они пока тестируют. Вот сейчас Израиль взял на себя, как всегда, грязную работу, да, закинул вот это, сделал с десяток ударов и ждут теперь реакцию. И дальше будет то, что примерно мы описывали часто в своих эфирах, особенно в трех крайних моих эфирах, которые вызвали небывалый интерес, обсуждение, комментарии. Когда ты не отвечаешь, идут дальше и пересекают дальше красные линии. Поэтому я думаю, что иранское руководство также изучило опыт последних военных действий по всему земному шару. И сегодня мы будем ожидать ответ. Такой же пробный, такой же пока точечный. А скорее всего после обмена вот этими ответами, понедельник, вторник, среда, стороны приступят к каким-то следующим переговорам. Ну и, как всегда, в выходные семья Трампа и приближенных к нему бизнесменов, таких же похожих жуликов, вот, заработает на фондовых рынках. Вы же видели, уже фондовый рынок пошел вниз, крипта, как всегда, обвалилась. Вот, значит, они, как всегда, по низам будут это скупать, чтобы потом в понедельник, вторник сказать, что вроде бы достигли компромисса. И опять по новой запустить эту спираль. Так я это вижу. Технология очень похожа. Вот опять-таки, Израиль сделал грязную работу, вы сказали, но на самом деле тут же как выглядит ситуация? Израиль нанес удар, сейчас там сообщают, что это, конечно, совместно с американцами. Однако удар Ирана прогнозируется конкретно по Израилю. В Израиле уже там отменили все на свете, закрыли воздушное пространство, сказали тем, кто не работает в жизнеобеспечении государства, сидеть дома. В общем, как бы война, да. Война, Израиль как бы воюет долго, в таком положении давно, вряд ли там что-то экстраординарное, но вот все прогнозируют ответ Ирана по Израилю. Но тут же, понимаете, в чем дело? Тут прямые идут аналогии, да, вот с тем, что из себя сейчас, например, представляет геополитически, политически, военно-политически вот этот этап войны в Украине. Да, потому что, ну, после вчерашнего назначения Сунака в экономический, так сказать, блок, ну, уже так все развели, поулыбали, развели руками, поулыбались, говорит, ну, понятно, да, там, то Борис Джонсон кормился, теперь вот другой экс-премьер Сунак теперь будет, собственно, на потоках и помогать Зеленскому, консультировать его. То есть ясно, кто на самом деле стоит за войной России и Украины. Конечно. Но все, вот Конечно. опять, та же самая схема, то есть все ждут какого-то удара, ну, вот полетели фламинго вчера по городам и весям в Российской Федерации, отчитываются, что сбили, где-то прилетело, где-то обломки, в общем, ну, понятно. То есть пошел удар ракетами. Firepoint Миндича, который объявился с бородой, кстати, в Израиле находящийся, все так думали, как бы перетирали, а что это вдруг такой Миндич стал сговорчивый, что случилось? Так там жить невозможно будет в Израиле, если там закрутится большая война и будет постоянно страна под угрозой ударов. И вот он, как говорит, я приеду в Украину, дайте мне только залог нормальный и вообще как бы дайте возможность защититься. Это, конечно, доля иронии есть в этом умозаключении, но тем не менее, только доля. И все ждут какого-то ответа опять-таки по Украине. Опять ядерное оружие, компоненты ядерной боеголовки поставят для Украины Франция и Британия. Зеленский говорит, ой, я не против, очень бы хотел бы, но мне не предлагали. Опять-таки, под ударом Украина. То есть Украина это такой новый Израиль, только немножко для других сил получается. Вы начинали свой вопрос с того, что прогнозирует удар Ирана по Израилю. Ну, конечно, потому что это требует соответствующей обстановка. Дело в том, что американская, британская группировка, ну, британская там, конечно, на уровне присутствует военных, прежде всего, советников,
она как бы формально не участвует и ничего не наносила. Понимаете, может быть и цель этих ударов было в том, чтобы иранское руководство спровоцировалось, да, на такую лакомую цель, как истребители на открытом пространстве, и ударило по американской группировке. Естественно, Иран этого делать не будет, потому что на сегодняшний день мы видим только удары со стороны Израиля. Да, мы понимаем, кто стоит за Израилем. Понимаем, абсолютно. Но времени слишком мало, чтобы также выстроить доказательную базу, как в случае с Украиной, что ими всеми управляют и направляют британцы. Поэтому, конечно, первые удары Ирана будут именно по Израилю. Теперь по Украине. По этому назначению очередному комичному. Ну, понимаете, Украина превратилась в цирк, такой неоязыческий цирк, где самые лучшие представители украинского народа, находящиеся, как они себя сами называют, в Верховной Раде, поклоняются даже шлему. Понимаете? Вот это что такое? Это неоязычество в классическом виде. То есть взрослые, здоровые, вроде бы со справками от психиатра люди поклоняются шлему. Понимаете? Вот приходит человек, который выступил на Олимпиаде так же, как примерно бы выступил я. То есть занял там последние места. И он требует лишить всех наград человека, который принес Украине 35 мировых рекордов и 12, значит, олимпийских медалей и титулов чемпиона мира Сергея Бубка. И вот это чучело, которое обобрало и собрало деньги, но не хочет отдавать им, тем, у кого на шлеме нарисован, значит, он выступает, и парламентарии, то есть лучшие люди страны, там кланяются, крестятся, понимаете, делаются селфи. То есть неоязыческая страна. Абсолютно. Идет не эволюция, а деэволюция туда, к родовому племенному устройству. Вот. Я не удивлюсь, что если скоро они там в набедренных повязках и с копьями будут бегать вокруг Сунаха и проводить ритуальные танцы. Поэтому назначение этого Сунаха, ну, это не самое худшее, что мы наблюдаем в Украине. Но вы правильно вопрос задали. Французы, британцы пробивают почву по поставке ядерного оружия. Мы тоже это все говорили, что если не будет ответа, то будет поставлено ядерное оружие. Вот, и последние крайние 3 моих эфира вызвали бурные комментарии, просто, значит, очень жесткие комментарии наших зрителей. Процентов 80-90 встали на мою, естественно, сторону. Вот, но тем 10%, которые не относятся к ИПСО, я хочу сказать, поймите, первое, жесткая риторика, она помогает в том числе действующим политикам. Вот сидит Путин на переговорах, и он говорит, вы что, хотите как Медведев, как Караганов, или как какие-то аналитики в эфире у Александра Шелеста? То есть, первое, жесткая риторика иногда полезна, она помогает. Это я уже, пользуясь вашим разрешением, отвечаю зрителям. Второй вопрос. Часто говорят, вот они руководители, они знают, что делать. И вчера у меня была встреча с одним высокопоставленным сотрудником в одном из ведомств спецслужб. И он говорит мне, слушай, смотрел тебя у Шелеста, он же в Беларуси все теперь смотрят Шелеста. Вот. И говорит, ну ты прав на 100%, но ведь они же руководители, они же не могут ошибаться. И тогда я сказал, слушай, так я тебе приведу пример руководителя. Президент Советского Союза Михаил Горбачев. Главный за идеологию секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев. И самый главный дипломат советский Эдуард Шеварднадзе. И после этого высокопоставленный офицер просто развел руками. То есть вы понимаете, что если кто-то имеет какую-то важную, значит, должность в этой иерархии, это не значит, что он делает правильно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, чем это может грозить для Украины,
Это может грозить дальнейшей эскалацией, но понимаете, в чем-то здесь загвоздка. И как нас вот в угол припирают всех, нас всех сторонников мира, они же хотят, чтобы Россия ударила по Украине. Или по Польше, по Эстонии, куда они тоже хотят завести оружие. Но это не решит проблем действительно, потому что центры принятия решений находятся не в Киеве, не на Банковой, хотя Банковую тоже надо отполировать по-настоящему. Центры решений находятся там, в Лондоне. Поэтому что надо делать? А то у нас тут пишут, вы много вот предлагаете, а обсуждаете, но не предлагаете, что делать. Да мы в каждом эфире это предлагаем. Первое, признать МИ-6 террористической организацией. Второе, выставить ультиматум британцам и МИ-6. Потому что это именно они сейчас делают. Американцы пока заняты внутриполитическими вопросами. Выставить ультиматум с требованием отказаться от террористической деятельности. И третье, в случае невыполнения ультиматума за 48 часов нанести превентивный удар, не обязательно ядерным, можно конвенциональным оружием, ведь, например, тот же хваленный наш орешник – это конвенциональное оружие, разрешенное в том числе специальной конвенцией ООН. Оно может не нести ядерный боезаряд. Вот и все. И когда говорят, так они начнут войну, ничего они не начнут, назад отползут. Вот какое решение продиктовано нынешней военно-политической обстановкой. Зеленский выходит и говорит, ну там, считает, что 30-34 тысячи набирают ежемесячно вооруженные силы Украины, в России на 10 больше. И как-то с математикой не бьется, потому что не хватает-то людей в армии, в украинской стороне. Проговорился. Ну, то есть, Проговорился. это правда. То есть люди, которые маломальски дружат с калькулятором, все примерно понимают, что это за война тогда и как она выглядит непосредственно, ну, вот в цифрах. Но тут интересен другой момент. Значит, вчера, а ведь тут тоже, да, вот Иран предупредил Зеленский, говорит, мы за то, чтобы, в общем, режим пал. Открыто, с открытым забралом пошел Зеленский в эту геополитическую игру. Ровно так же вчера было объявлено, что скоро назначат спецпредставителя Украины по Белоруссии и белорусской оппозиции в изгнании. А министр, хотел сказать министр войны, да, как-то так параллельно с Хексадом, но все-таки еще обороны называется. Министр обороны Федоров рассказал без подробностей, но какую-то увлекательную историю, как какие-то меш-системы были уничтожены на территории Беларуси, и теперь, в общем-то, нельзя корректировать удары дронами по Украине. И тут сразу Ой. возникает вопрос, а о чем вообще речь? И уничтожены как? То есть там диверсанты пробрались, какие-то ретрансляторы сломали, или что-то заглушили чем-то дистанционно. В общем, много вопросов. Но заявление, так сказать, прозвучало. Как вы ну, видите эту ситуацию, да, с втягиванием Беларуси непосредственно, политически и военно в это противостояние на фоне ядерных угроз? Я почему сюда это все вкручиваю, да, Беларусь, эту тему? Потому что в Беларуси размещено ядерное оружие. Да, российское. Да, там, говорят, там Лукашенко не может сам нажать, другие говорят, может сам нажать на гашетку, но, простите, это уже, ну, если не ядерное, да, там, в классическом смысле этого слова, потому что, ну, понятно, где там Беларусь клепает ядерные ракеты, понятно, что ядерное оружие российское, но полуядерное государство точно. Ничего хорошего для Украины, впрочем, и для Беларуси, для России, провокационные заявления киевского марионеточного режима и возможные действия не принесут. На мой взгляд, здравомыслящие политики должны думать о том, как прекратить все эти разрушительные действия, которые не принесут ничего хорошего всем нашим 3 странам. Это абсолютно очевидно. Но прежде всего они не принесут ничего хорошего украинскому режиму. Поэтому, значит, отвечая на первое заявление Федорова,
Хочу сказать, что все, что они там говорят, ну, это полная чушь. Это же квартальщики. Вы посмотрите, они же всегда показывают видеокадры. Вот все проводят операции, они бахвалятся, в том числе для увеличения бюджета, во-первых, а во-вторых, у них же внутриконкурентная борьба есть, различные террористические группировки, СБУ, ГУР, и они всегда показывают кадры объективного контроля, что они там сбили. Поэтому этих кадров мы не видим. Второе. Если сбить ретрансляторы, неужели вы думаете, что нельзя эти ретрансляторы заново просто подключить? Слушайте, российская сторона чуть ли не в ежедневном режиме выносит украинскую энергетику. Ну Не-не, ничего подождите, ж. подождите. Сбили ретрансляторы. Это Да, что? для Это наведения вот этих беспилотников, первый. которые Два якобы вопроса. стоят. Первый. Они все-таки были. Второе. Это что получается? Операция на территории Беларуси прошла? А что молчит Лукашенко и белорусская сторона? Так я же говорю, потому что нет никаких операций, нету никаких операций, я говорю, значит, в развитии слов Федорова, что он говорит, вот мы провели операцию и больше это не повторится. Но если вы провели операцию, сбили ретрансляции, так мы же можем второй раз установить. Мгм. Я вот это имею в виду, как это может не повториться. Третий момент. Для представителей украинского режима, которые хихикают и говорят, что ключ от орешника и тактического ядерного оружия носители Искандера находятся в Кремле. Ну, хорошо, может он и находится в Кремле, но у нас же есть собственные системы Полонез, в том числе модернизированный Полонез-М. 10 систем, еще 2 скоро введутся на боевое дежурство. 8 выстрелов – это одновременно 80 выстрелов. Запас ракет белорусско-китайских М-20, которые загружаются в полонезы и которые летят до 300 километров, это значит до Киева и дальше, у нас примерно на 100 таких выстрелов. Вот представьте, 100 выстрелов да по 8. Что останется от украинского режима, если 800 полонезов с такой скоростью полетят в ответ на какой-то неспровоцированный акт агрессии? А дело в том, что недавно проходили учения, и все цели в радиусе, в периметре от 50 до 300 километров были поражены за 50 секунд. Это просто я разжевываю, потому что там, ну, для представителей киевского режима, или чтобы им какую-то расшифровку дали, потому что там же министр обороны никогда не служил, британский посол по кличке Валерий Полиглот не знает ни одного языка. Ну, то есть, значит, рейтинг второй президентский уже у боксера Усика. Ну, понимаете, полное безумие, неоязыческое население, поэтому им надо разжевывать, какие будут последствия. Без орешника, без тактического даже ядерного оружия. И плюс будет открыта граница для союзной группировки и будет открыт новый Черниговский фронт. Но если киевский режим этого хочет, приблизить свой конец, значит он на верном пути, значит он делает все правильно. М, Чего ждать от переговоров? Ну вот, Каких? Иранских? ну, иранских мы уже увидели, чего ждать, да, там сейчас в пресса сейчас, конечно, лупит сенсациями, это США наносят тоже удары с моря, там вот это все, с баз, как бы, да, писмейкер в деле, ну, писмейкер, тот, который председатель Совета мира, но вот, а чего ждать от переговоров по Украине? Два таких программных, но очень специфических заявления выдали Рубио и Уитков на днях. Все ожидают того, что будет на следующей неделе встреча. Но там опять-таки, если мы видим историю с Ираном, то нам как, даже Зеленский когда-то говорил, вот, то этот процесс затягивается. Ну, то есть
пока вот это... А бурлить будет долго. Пишет пресса, что это будет 4-дневный интенсивный удар. Но это опять-таки, это так пресса пишет. Мы не понимаем еще. Запланировали за несколько недель. То есть то, что было запланировано, переговоры на него не повлияли. В Украине же похожая ситуация. Абсолютно. Абсолютно похоже. И так же, как и от ирано-американских переговоров, также от американо-украинско-российских ничего ждать не приходится. Слава богу, люди, которые представляют Россию, нацелены на отстаивание национальных интересов, в том числе благодаря нашим эфирам, потому что мы один раз поэфирили про Анкоридж. В понедельник вышел Сергей Викторович Лавров и сказал, что Анкоридж, дух уже выветривается. Мы поэфирили, покритиковали господина Дмитриева. Он мне вообще напоминает Абрамовича 2.0, который раздавал мобильные телефоны азовцам. Дмитриев тут же открестился от своих то ли триллионов, то ли сексиллионов. Ну, понятно, что когда действует закон Конгресса США 3364, напрямую запрещающий инвестиции, о каких инвестициях ты говоришь? Мы покритиковали немножко российские силовые ведомства, и, слава богу, руководитель ФСБ Бортников сказал очень важные слова. Никто не забыт и ничто не забыто. Поэтому есть надежда, и теперь надежда очень большая, что российская сторона больше не будет сдвигаться ни вправо, ни влево, ни назад, а только вперед в переговорах. Но и Зеленский стоит намертво на своей позиции. А, соответственно, мы же сказали, что до ноября вообще ничего не будет. И если вы слышали вчера Зеленского, он как раз и уже вспоминает этот ноябрь. Ноябрь, осень, да, что, может быть, к тому периоду что-то произойдет. Поэтому на переговорах ничего ожидать не приходится принципиального, за исключением хороших, полезных, гуманитарных вещей. Вот как недавно, на днях, произошел очередной обмен, 1000 тел в обмен на небольшое количество тел русских военнослужащих. Вот, поэтому они могут встречаться бесконечно долго. Скорее всего, эти встречи все обе стороны производят для задабривания председателя Совета мира. Скорее всего, для этого. Тут такая игра, кто первый выйдет из переговоров. Вот. Поэтому, наверное, это главная цель. Но никакого практического применения и практического результата они не принесут, потому что мы это говорили очень много раз. Если украинский режим был бы нацелен на мир, все бы можно было подписать, договориться в очень сжатые сроки. Россия не может отступать назад по одной простой причине. Все цели, которые выдвигает Российская Федерация, они в конве не только какой-то защиты российских национальных интересов, но в конве общечеловеческих ценностей. Понимаете, нельзя сжигать книги, нельзя топтать, значит, и ходить по киевским улицам с факелами, свастикой. Нельзя преследовать по языковому, по этническому вопросу. Нельзя преследовать религиозные группы и выкидывать с их святынь, которые они контролировали сотни лет. То есть нельзя вводить санкции, нельзя держать десятки тысяч человек. Ну, политзаключенных. Я в каждом эфире говорю про украинских политзаключенных, и прогрессивная общественность требует их освобождения. Это неправильно, и это не является каким-то элементом пророссийских интересов. Это прочеловеческие интересы, понимаете? А эти прочеловеческие интересы украинский режим соблюдать не хочет. И не хочет откатывать назад все свои дискриминационные законы, все свои санкции в отношении журналистов, блогеров, политиков, политических партий. И поэтому мы не можем позволить, чтобы в 21 веке вот это неоязыческое государство, где поклоняются шлемам поклоняются, и в таком ежедневном режиме творят дичь, в том числе руками
своего собственного гестапо, мы не можем позволить, чтобы оно существовало. И в этом главный камень преткновения. И наоборот, если бы украинская так называемая элита начала бы решать эти вопросы и вступила в диалог, не в забалтывание, а в диалог по вот этим очень важным моментам, то ничего такого и не было. Я имею в виду эскалации дополнительной. Но украинский режим зарабатывает большие деньги, он не связывает свое будущее с Украиной. Это все очевидно. Если вы позволите, Александр, еще у нас очень много зрителей задавали вопрос по нашей любимой Словакии и Венгрии, да? И, значит, говорит, вы же говорили, что они проголосуют против, да? Значит, ну, во-первых, а кто сказал, что они проголосуют против? Вот у меня документ. Желтым я выделил аббревиатуры Венгрии и Словакии, который продлил все 19 пакетов антироссийских и белорусских санкций на год. Он принят решением Совета Европейского Союза, вот даже президент, она оказывается, президент себя называет Кая Каллас. Да? Значит, это первый момент. 20-й пакет пока не принят. Но поверьте, как только пойдет нефть по дружбе, они проголосуют за 20-й пакет. И еще это я отвечаю нашим зрителям, которые говорят, слушайте, ну может все-таки Словакия и Венгрия, которые 19 раз проголосовали против Беларуси и России, нам друзья. Нет, дорогие друзья, они нам не друзья. Более того, вспомните, что Словакия самая первая из всех европейских стран начала поставлять оружие и технику украинскому режиму. Так, в 22 году она поставила украинским нацистам 8 самоходных артиллерийских установок «Сюзанна-2» стоимостью по 7 миллионов евро каждая и обучила экипаж из украинских нацистов для борьбы с Россией, с Беларусью. Это очень важный момент. Я вот, пользуясь вашим расположением сегодня, вот, вы, наверное, тоже впечатлены иранским кейсом, поэтому вот в эти ставки я отвечаю нашим уважаемым зрителям, призываю их комментировать, да, на вот такие важные вопросы. Поэтому, дорогие друзья, Чехия, Словакия нам не друзья и друзьями не будут. Кстати, мы же отэфирили с вами, Александр, 20 эфиров, набрали больше 3,5 миллионов просмотров, 85 тысяч лайков и 30 тысяч комментариев. Это только на вашем одном канале. Поэтому я благодарен и вам, и нашим зрителям, которые принимают активное участие в обсуждении. Вот, спасибо, что дали возможность прокомментировать кейс с Чехией и Словакией. Смотрите, по Чехии и Словакии вообще там как бы непонятно что, и, судя по всему, нефть заступорится. Судя по всему, это такой рычаг на внутривенгерские выборы. Хотя там Фица созванивался с Зеленским, вышел и сказал, ни о чем не договорились, в общем, разные позиции. Венгры, и тут начинается вот эта вся история, будут или не будут они выполнять вот свою угрозу, обещанную, что не будем поставлять дизель, электроэнергию. Украина в тяжелейшем положении. Это просто очень важно понять. Для тех, кто думает, что ситуация или там поджог Ближнего Востока, Трамп вышел, говорит, мы уничтожим. То есть, смотрите, задача какая была? Мы хотим уничтожить там, ядерную программу. 12-дневная война, да? Потом мы хотим уничтожить, и переговоры по ядерной программе. Сейчас он выходит и говорит, мы уничтожим все ракеты, все вот это вот все, то есть будем выбивать зубы Ирану, да, вот в этом смысле. Удары были по режиму, по первым лицам, их увезли в бункеры, пока нет сообщения о том, что кого-то поразили, там, или президента, или аятоллу. То есть это война. Но цели ее уже, видите, как трактуются Трампом, говорят, мы все, полномасштабную операцию провели, проводим, в общем, будем воевать. Большая ошибка Трампа, огромная ошибка Трампа все-таки довести до вот этого Цугундера по одной простой причине. Что будет дальше с Ираном? Понимаете? И вот этот вопрос, да, вот он же применим и к Украине. 90 миллиардов.
Это капля в море, этого не хватит. Там демография, катастрофа, инфляция, тотальная мобилизация. Сейчас там даже блогеров, те, которые там по подвалам, канализациям, там, пещерам Киева, да, лазили там, их уже мобилизуют. Более того, в Днепре там какого-то слугу народа, оказывается, есть еще, да, на вот, там, очередном году каденции продленной Верховной Рады, есть такие слуги народа, которые особо не отсвечивали, но вот он отсветил, ну, как бы отсветил тем, что на него напали бусификаторы. Ну, понятно, отбился, он же все-таки народный депутат, как ни крути, но тем не менее, это вот жесточайший прецедент. Мне сообщают, что вокруг Киева увеличили количество блокпостов. Увеличено максимально количество вот этих, скажем так, групп, которые хватают, везут, останавливают и так далее. И вовсю сейчас ну, вот идет движение к тому, вот, аналитически, да, вот мысли, что Россия будет мобилизацию проводить. Ну, вот какую-то частичную, полную, неполную, в общем, но вот какую-то вот официальную мобилизацию. Что вы думаете об этих перспективах? И если мы, вот как показала практика сейчас с Ираном, да, все-таки будет какая-то эскалация еще больше. Зря радуются этой эскалации на Ближнем Востоке. Люди, которые там погружены и обсуждают ситуацию между Россией и Украиной, Европой, Америкой. Потому что это только усугубит все процессы, которыми наполнена эта война. Отвечая на ваш первый вопрос. Ну, это абсолютно очевидно, что поджог 80-миллионной страны в центре нефтеносного региона может вызвать коллапс вообще во всем мире. Вообще во всем мире. Ведь дело в том, что персидские месторождения, которые принадлежат сателлитам США, вот этой 6 странам этого персидского Шенгена, да, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Оман. Они настолько уязвимы, и все, кто на фронте ведет уже 4 года вот эту нашу российско-украинскую войну, они все прекрасно вам разъяснят и объяснят, что нормально направленный рой беспилотников или даже один беспилотный летательный аппарат самолетного типа выносит сразу, значит, вот это нефтехранилище. То есть, если они запылают, вы просто представьте, что произойдет с ценами, с экономикой, с всего мира. Мексика покажется цветочками. Вот вы видели, что сейчас в Мексике происходит. В Мексике у картелей армия как больше, чем у Беларуси. У них в армии больше 50 тысяч человек. Вот у этой криминальных этих группировок. Она пылает. Каждый день убийства, каждый день насилия. Но это все надо умножить на 10 или на 100, если они раскачают Иран. Как это не понимают персидские монархии, непонятно. Или впечатлившись операцией против Мадуро и венесуэльского коррумпированного режима, который тут же присягнул американцам, американцы наплели всяких небылиц своим персидским союзникам. Но Иран – это не Венесуэла. Там люди очень сильно заряжены. И даже ликвидация аятоллы ни к чему не приведет. Это, знаете, мы как много раз говорим в эфире, что работайте, ведите переговоры с Путиным и с Лукашенко. Потому что после Путина и Лукашенко могут прийти Медведев, Караганов и некоторые аналитики с эфира у Александра Шелеста. И тогда вы увидите, как получаете по зубам. Та же самая история с аятоллой. Лучше договариваться с действующей политической элитой, которая имеет многолетний, десятилетний опыт дипломатической работы и знает, что нельзя в стеклянной лавке кидаться кирпичами, чем провоцировать иранский народ на абсолютную бездумную ответную анархию. Это очень волюнтаристские действия. Трамп, походу, превратился в Байдена по своим когнитивным возможностям. Он не понимает, что может произойти. Значит, что касается Украины. Здесь
как раз они все прекрасно понимают. Они это, я имею в виду, закоперщики этого конфликта. Я не имею в виду этих идиотов, которые поклоняются шлему. Кстати, у меня возникла мысль, я посмотрел на рейтинги Усика, слушайте, так Гераскевича ж этого можно в президенты. Он же сразу в тройку ворвется. Это очень хорошая мысль. Почему только Усик? Так вот, в этом случае они прекрасно все понимают. Но у них задача истощать как Россию, так и Украину. И когда украинцы это поймут, тогда и будет меняться внутриполитическая ситуация и позиция украинских так называемых элит. Чтобы, дорогие друзья, это поняли, надо работать с лидерами общественного мнения. Вот я в прошлом эфире привел пример о том, что Орбан и Фица – это абсолютно не друзья России, и они недостойны того, чтобы находиться на Красной площади. И лучше пригласить туда Шелеста, Шария, Панченко и других. И мне начали говорить: ты что? Ты что? Шарий там, значит, выступал против России. Панченко там что-то говорила. Значит, Александр Шелест какую-то футболку носил. Слушайте, люди, вы в своем уме? Вам вспомнить, как Соловьев говорил про Путина 20 лет назад? А может вам вспомнить другой пример? Вот если вы услышите такую чушь, я вам вспомню другой пример. Вы сразу затыкайте рот тому, кто это говорит. Вы помните, кто первого русского зарезал в 16 лет и говорил об этом на отдельных экстремистских ресурсах? Вы помните, кто в чеченские войны воевал против русских солдат? А сейчас кровью искупили ту ошибку и, значит, награждены даже высокими государственными наградами, вплоть до Героя России. А вы тут футболку кому-то вспоминаете. Наоборот, нам нужно работать с лидерами общественного мнения, со всеми, в том числе украинского происхождения, для того, чтобы перетянуть украинский народ на свою сторону ментально, а потом физически, для того, чтобы украинский народ понял, что задача англосаксов, чтобы мы друг друга убивали. Поэтому здесь у них как раз-таки понимание есть. А вот там, на Иране, на Ближнем Востоке, у них нету понимания. Да, конечно, российская армия двигается вперед, но эти продвижения местами до 30-40 километров за 4 года от Донецка, они не способствуют слишком быстрому приближению и выполнению целей специальной операции. Хотя уже вот русская армия приступила к четырехградию, так называемому, да? Начала уже инфильтрироваться в Константиновку. Это я чуть-чуть пробежался по вот последним трендам. Даже какая-то бригада нацистская имени рыцарей Зимнего похода, да? Или заднего прохода, тут неразборчиво было. Значит, она показала кадры, где русские солдаты уже спокойно летают и по Харькову, и по Константиновке. Вот. Но в любом случае с такой поддержкой 50 стран мира мы будем еще очень долго воевать, если не, это я больше для наших всех зрителей говорю, если не привлечем на нашу сторону украинский народ. А чтобы украинский народ привлечь, надо работать со всеми уважаемыми блогерами, лидерами общественного мнения, даже если они имеют другое мнение. И даже если они когда-то носили какие-то футболки под смотрите, эмоциями. эти все... Слушайте, Александр, а что такое, вот не гуглил даже, рыцари Зимнего похода? Это кто такие? Герои Крут или кто? Значит, не совсем. Давайте вот все-таки сейчас... Мифологема, короче. Нет, не исторические, скажем так. Ну, там много очень таких, да, скажем так, героев, там, отдельных восстаний, и их именами там называют кого-то. Это все, скажем так, из учебников истории, которые привезли из-за рубежа с 91 года. Тут из Галичины. важный же вопрос. Трамп в обращении по Ирану говорит:
феноменальные же вещи. Говорит, у нас, типа, в войне могут быть потери. Это часто бывает. Но мы делаем это для будущего. Иранцы, сдавайтесь. КСИР, как бы, сложите оружие. Граждане, залазьте в подвалы, потому что бомбы лететь будут везде. Короче, смотрите. У нас возникает определенное стойкое чувство, что в войне в Украине развязываются все руки. У режима для того, чтобы отлавливать людей и гнать на войну, режима Зеленского. У Путина к применению любого оружия, да и тоже вариантов с там, мобилизацией. Вы, кстати, не прокомментировали этот вопрос. Очень же интересно. Сейчас добавлю. То есть мы понимаем, что пока все сейчас будут заниматься и все будут шарахаться, мировые рынки, вы правильно сказали, и, собственно, там фондовые, и всякие другие, и логистика. Вообще там же есть же прогнозы и аналитика, что там ядерная война может начаться. Что, например, сейчас Иран влупит по Израилю, Израиль возьмет и ядерную бомбу свою применит, которую там не применял, но она как бы у них есть. Да, а мы еще не понимаем, а что там с бомбами у Ирана, потому что вроде как не готово, но об этом только заявляют. А на практике что? А грязную уже могут применить грязную. То есть, в общем, там может начаться история, которая вот просто всем и везде развяжет руки. Пакистану с Афганистаном. То есть у нас может начаться достаточно тяжелая история, страница мировой истории. Так, а каких тогда? Вот сейчас вообще ничего нельзя предсказать по ходу боевых действий России и Украины. Значит, первое, да, действительно, просто вопросы настолько объемные, не всегда успеваешь охватить все части этого вопроса. Поэтому про мобилизацию хочу сказать, в этом году никакой мобилизации не будет. Почему? Объясняю. В российские военкоматы ежедневно записывается по-прежнему от 1000 до 1300 добровольцев. Кто-то идет добровольческие, в добровольческий корпус, ну, 90% заключают контракт с Минобороны. Ну, я это все называю как добровольцы, да, то есть люди, которые заявляют сами желания, то есть порядка 35 до 40 тысяч в месяц. Понимаете, пока этот поток не иссякнет, никакая мобилизация не нужна. Кроме того, есть очень мощный резерв, который почему-то мы не задействуем на украинском фронте. Я в 22 году говорил, что надо обратиться к товарищу Киму. Некоторые эксперты хихикали. Ну, северокорейцы помогли зачистить и освободить Курскую область. Сейчас занимаются строительством, военным разминированием. Почему бы не обратиться еще к Ирану? Слушайте, 80 миллионов населения. Там кто-то говорит вплоть до 90. Да? Разные оценки, посчитать всех не представляется возможным. Молодежи 30%. Слушайте, попросить 500 тысяч, 300 тысяч человек, пройти через ускоренный курс месячный молодого бойца и отправить на передовую. То есть резервы еще есть. Даже без каких-то сторонних Иранов и Северных Кореев 1000 человек в день всегда, как часы, занимают очередь, но перед военкоматами. Вот это вопрос на мобилизацию. Теперь, значит, ответ на этот вопрос. Теперь ответ на ваш второй вопрос. А что делать, а какой выход? Может ли вообще быть выход в ближайшее время? На мой взгляд, в этом потому году... что, смотрите, тут же может вообще все развернуться. У нас ковид закончился войной, да, все забыли про него. Может, сейчас про Украину все закончат как-нибудь, да, и будут заниматься Ближним Востоком. Так, понимаете, режим нацистский и неоязыческий, даже если он возьмет паузу, он не возьмется за голову, он только за шлем возьмется. Вот в чем проблема. То есть в любом случае вот этот режим – это как грязная бомба в регионе. Он все равно рано или поздно будет источником других конфликтов, противоречий, войн. Вопрос самый важный заключается в демонтаже нацистского режима, в том Так числе его ради никто не будущего Украины. демонтирует, Юрий.
Почему? Ну а кто его... Подождите, фронт Подождите, кто? потихоньку двигается вперед, силы истощаются, европейские запасы вооружения потихоньку заканчиваются. Да, в России тяжело, но в России прямая зависимость по ценам на нефть. Трамп сейчас поможет, что цена на нефть вырастет. Это Все да, дырки закроются. это да. То есть, подождите, кольцо сжимается. А если Зеленский будет открывать свой поганый рот, мы откроем и Северный фронт. Мы откроем Северный фронт и пойдем, там вообще самая короткая дорога до Киева. Если будут такие вот заявления и, не дай бог, действия. Вот и все. Наша задача сейчас с вами, Александр, и с зрителями. Значит, до ноября точно ничего не будет. Спокойно анализируем, занимаемся здоровьем, занимаемся семьей, смотрим на весь этот театр абсурда. И я хочу вот пожелать всем нам, вот знаете что, и зрителям, и слушателям со всего Советского Союза нас смотрят и по всему миру с бывшего Советского Союза. Дорогие друзья, время сейчас очень тяжелое, до ноября точно ничего не будет. А пожелать вам хочу, знаете, словами с хорошей такой доброй песни, чтоб ворон да не по нам каркал. Это да. Крепкого здоровья. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Что, опять час пролетел? Я только развернулся. Тут уже война началась на Ближнем Востоке, а мы вот только все разворачиваемся. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях. Тяжело входить в эту весну, как бы она ядерная не случилась в мире. Ну, в общем, наблюдаем за ситуацией. И самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.